Канал «Математические эксперименты». Настала пора поговорить про квадратичное расширение поля. Конечно, здесь полезно иметь в голове аналогию с комплексными числами. Были у нас вещественные числа, а мы взяли и добавили корень из минус единицы. И сразу у нас уже вместо прямой получилась плоскость. Вот и здесь хочется сделать что-то подобное, но только с полем остатков по модулю P. Корень из минус единицы в математике присутствует в виде символа «и». И как он устроен? Это такой необычный символ, квадрат которого равен минус единице. И поэтому, когда у вас вот такое вот выражение, где по идее должно присутствовать «и» в квадрате, в этом выражении «и» в квадрате пропадает, потому что оно заменяется на минус 1. Другими словами, мы как бы умножаем два выражения как многочлены, а потом в этом многочлене делаем замену. В математике вот эта штука прямо и есть правило замены. И мы получаем в точности то самое выражение, которое у нас получается с «и», только с x. Мы как бы вот это вот отношение для x квадрат зафиксировали. И у нас многочлены от x превратились в комплексные числа. Чудеса. Попробуем сделать то же самое для поля f5, например. Как это делается? Мы рассматриваем числа вида a плюс b, i, где i это корень из минус единицы. Ну а коэффициенты a и b рассматриваем как остатки по модулю 5. В математике есть выражение для этого, polynomial mod. И здесь получается просто i. Почему? Потому что 5 у нас по модулю 5 это 0. И вот эта вот первая часть 5 плюс у нас пропадает. То же самое мы могли бы получить, если бы взяли просто и записали сюда вот такую штуку. Polynomial mod в качестве второго аргумента получает список выражений, которые равны нулю. Чудеса? Здесь вы могли бы даже взять многочлен от x, y, например, а здесь записать какие-то многочлены от x, y. Вот. Окей. Давайте проверим, работает ли у нас умножение так, как надо. В нашей арифметике многочленов, где мы делаем замену x квадрат на минус 1. Определим все многочлены вида a плюс bi. Вот они. Их 25 штук. Давайте эти многочлены, 25 штук, каждый умножим на вот этот конкретно на один многочлен. Мы как бы здесь смотрим одну строчку в таблицу умножения. Один элемент умножить на все остальные. Неприятность. У нас было 25 элементов, а после умножения на этот стало 5. Значит, у нас в таблице умножения в строчке этого элемента присутствуют не все 25 элементов поля. Ну, то есть это у нас не поле. У нас не все 25 элементов присутствуют, значит то, что мы сконструировали, не поле, а кольцо. Хорошо. В чем здесь проблема? Проблема в том, что корень из минус единицы присутствует в арифметике по модулю 5. X квадрат равно минус 1 имеет решение, а именно 2 и 3. Ну и давайте я попробую явно это показать. Ноль. Произведение двух вот этих вот чисел из нашего кольца дает 0. Говорят в таких случаях, что кольцо нецелостное, в нем есть делители нуля. А вот, например, по модулю 7 все было бы хорошо, конкретно для этих двух элементов. Давайте проверим для поля f7. Сгенерируем 49 элементов и проверим, сколько элементов получается в строчке 1 плюс 2i. 49 штук. Все хорошо.
Мы с вами здесь подошли к моменту, как можно из поля f7 сконструировать поле f7 в квадрате. Вот для поля f7 работает идея добавить корень из минус единицы. А что работает для поля f5? Там нужно брать факторизацию, это называется факторизация. Не по многочлену x квадрат плюс 1, как вот здесь вот, а по многочлену x квадрат плюс 2. Потому что минус 2 уже не является квадратичным вычетом в поле f5. Я уже стараюсь говорить эти умные слова, правильные, из алгебры. Может быть, еще рано. Ну ладно, привыкайте. Вот здесь вот мы сконструировали все 25 элементов нашего предполагаемого поля f5 в квадрате. Проверяем, что конкретно вот эта строчка в таблице умножения содержит все 25 элементов. Мы здесь можем пробовать самые разные элементы и все время получать 25. Давайте это проверим глобально. Для p равно 5 проверяем. Видите, тут мы проверяем все возможные строчки в таблице умножения. В том числе строчку, где умножается на 0, и там получается один элемент уникальный. Все остальные строчки имеют 25 уникальных элементов. Давайте посмотрим для поля f7. Квадратичное расширение поля f7 с помощью многочлена x квадрат плюс 1. И получаем, что в нем тоже таблица умножения нормальная, то есть это на самом деле поле из 49 элементов. Среди этих 49 элементов есть в том числе единичка. Вот. Это важно. Это как бы... Ну, раз там все 49 элементов присутствуют, значит единичка тоже там есть. Если бы ее там не было, было бы 48 или еще меньше. Это значит, что, например, для нашего элемента 2 плюс 3х есть какой-то многочлен отсюда, который дает единичку. Мы его можем явно найти с помощью функции select. Это 5 плюс 3х. Действительно, умножаем 2 плюс 3х на 5 плюс 3х. Что получаем? Вот это. Здесь мы как бы должны сделать замену. Х квадрат в минус 1 превратить. Это означает, что х квадрат плюс 1 равняется нулю. Мы хотим жить в мире, где х квадрат плюс 1 равен нулю. И вот что мы получаем. Потом мы вспоминаем, что у нас семерка еще равняется нулю. Поэтому 21 здесь тоже равен нулю. Потому что 21 это 7 плюс 7 плюс 7. Итак, мы с вами проверили, что таблица умножения содержит в каждой строчке все элементы. Но это же не все свойства поля. Есть еще коммутативность по умножению, по сложению и т.д. и т.п. Все остальные свойства поля, вот эти вот, следуют из того, что они есть у многочленов. Все эти свойства присутствуют у многочленов, поэтому наши многочлены, правда взяты по какому-то модулю, тоже унаследовали эти свойства. Таким образом, мы уже с вами доказали методом просто проверки численной, что многочлены над f5 по модулю x квадрат плюс 2 и многочлены над полем f7 по модулю x квадрат плюс 1 дают нам поля размера 25 и 49. Какие здесь правильные слова произносятся? Мы берем фактор кольца многочленов f5x по идеалу, порожденному многочленом x квадрат плюс 2. Идеал – это множество всех многочленов, которые делятся на x квадрат плюс 2. Давайте так, это не совсем точно. Вот. Переходим к следующему пункту. Теперь мы хотим получить поле размера 5 в кубе, 7 в кубе и так далее. Как это делается? С многочленом x квадрат плюс 1 в поле f5 у нас не получилось ничего сделать, потому что он раскладывается на множители. И в результате у нас получаются как бы два элемента, произведение которых равно нулю.
и у нас получается плохая таблица умножения. И отсюда мы сразу чувствуем идею. Нам нужно найти такой многочлен третьей степени, который не раскладывается на множители. Х квадрат плюс 1 раскладывается на множители. Нам нужен многочлен третьей степени, который не раскладывается. Ну вот я с помощью функции solve подобрал тут какой-то многочлен, который не раскладывается на множители. Это верно не всегда. Некоторые многочлены раскладываются на множители. Например, вот этот многочлен раскладывается на три множителя. Х минус 1 умножить на х минус 2 умножить на х минус 2. А этот не раскладывается на множители. Кстати, solve говорит не про разложимость, а про отсутствие корней. Это немножко разные вещи, но вот здесь этого достаточно. Ладно, идем дальше. Давайте теперь рассмотрим все многочлены второй степени вида а плюс bx плюс cx квадрат. Их будет 125 штук. И мы хотим их факторизовать вот по этому многочлену. То есть мы хотим x в кубе заменять на минус это выражение. Вот мы хотим x в кубе заменять на минус x плюс 1. Имея такую замену, мы можем x в четвертой немедленно превратить в вот в это выражение. Уже второй степени. То есть для старших степеней, x в третьей и больше, мы с помощью вот этой замены можем понижать степень, доходя до второй степени. Именно поэтому я сразу же генерирую многочлены только второй степени. Дальше уже не имеет смысла, потому что у нас есть замена. Окей. И здесь я проверяю конкретно одну строчку нашей новой арифметики, где мы вот этот многочлен считаем равным нулю. Хорошо. Повезло. А так? Ну что ж. Здесь я мог бы проделать то же самое и проверить все строчки таблицы умножения. Все 125 строчек таблицы умножения и получить тот самый результат. Во всех строчках таблицы умножения у меня 125 уникальных элементов получается. В том числе один. Если бы мы взяли не этот многочлен, а вот этот вот, у нас возникла бы неприятность. Давайте пронаблюдаем эту неприятность. Вот здесь у меня возникла неприятность для многочлена 1 плюс х квадрат. Для многочлена 2 плюс х квадрат вообще все плохо. Это, кстати, просто один из делителей нуля в этом поле. Ну и для этого у меня получается тоже 25. Меньше, чем 125. В общем, у нас есть два делителя нуля, которые мы видим сразу же, а также другие элементы, для которых строчка таблицы умножения нарушена. Здесь я это поясняю. Х квадрат плюс 2 при умножении на 0 дает 0, конечно же. А еще х квадрат плюс 2 при умножении на х минус 2 дает 0, просто потому что мы это выражение считаем нулем в этом нашем кольце. Поэтому, если мы возьмем любой многочлен pp, а также многочлен х минус 2 плюс pp, то мы получим два элемента, таких, что в таблице умножения х квадрат плюс 2 на этот многочлен х квадрат плюс 2 на этот многочлен дают одно и то же. Это равенство получается как сумма этих двух равенств. В таблице умножения, где мы берем по модулю многочлена, равного произведению трех мономов, тоже будут проблемы. Не всегда, но иногда будут. Итак, смотрите, что случилось. Мы взяли многочлены по модулю x в кубе плюс x плюс 1. При этом мы жили в арифметике f5. И получили, что таблица умножения у нас хорошая. То есть из равенства a на b1 равно a на b2 немедленно следовало, что b1 равняется b2. А как это строго доказать?
Ну, давайте попробуем это проделать. Я это редко делаю, но иногда, наверное, полезно. Будем рассуждать от противного. Пусть у нас есть какой-то многочлен, неприводимый, который не раскладывается в произведение двух многочленов степени больше нуля. И пусть у нас есть вот это вот равенство, где b1 и b2 разные многочлены. Ну, я сразу же живу в мире многочленов степени 2, потому что я понимаю, мы можем сделать эту замену. Я могу из этого равенства вывести вот это равенство. Просто переносим в одну часть и выносим ax за скобку. И у нас получается равенство следующего вида. Произведение двух многочленов a и b1 минус b2 равно нулю по модулю fx. Это значит, что это произведение равно какой-то многочлен kx умножить на многочлен f. Многочлен kx не может быть просто числом. Пусть k это число. Тогда давайте единицы на k сюда занесем внутрь ax, например. И тогда у нас будет произведение двух многочленов равно fx. Если это многочлены степени больше нуля, то мы получили противоречие. Оказывается, fx приводим. Мы вначале предположили, что он не раскладывается на произведение, а он у нас разложился. Да, ax не может быть числом, и b1 минус b2 не может быть числом. Потому что тогда у нас здесь многочлен второй степени, а здесь многочлен третьей степени. Поэтому и то, и другое это именно многочлены, где при x либо при x квадрат стоит не нулевое число. Итак, если kx это число, то получили противоречие. Значит, kx не число. Значит, kx у нас многочлен. Причем это многочлен первой степени. Он не может быть второй степени, потому что тогда это многочлен пятой степени. И тогда мы получаем противоречие. Мы не можем перемножить два многочлена второй степени и получить многочлен пятой степени. Итак, kx это точно многочлен первой степени. Угу. Тогда у нас получается следующая штука. Давайте сделаем следующую штуку. Запишем ax как многочлен kx умножить на многочлен lx плюс число. А вот эту вот разницу обозначим как b1,2. Запишем вот таким образом. Мы разделим эти два многочлена на многочлен kx с остатком. Вот что я сделал. Я записал a как что-то, что делится на k, плюс что-то, что не делится на k. И это что-то, что не делится на k, это число, просто число. Важная концепция, прочитайте в интернете, если вы не понимаете это. Деление многочленов друг на друга с остатком. Записав таким образом ax и вот эту штуку, я получаю, что вот это вот произведение у меня состоит из части, которая делится на kx, и части, которая не делится на kx. Это просто число. И это число должно быть равно нулю. Ну, то есть, либо ax пропорционально kx, либо b1 минус b2 пропорционально kx. Хорошо. Например, ax. Тогда получается, что у нас kx умножить на llx, это вот это выражение, умножить на вот эту штуку, в точности равно вот этой вот штуке. Да, я должен пояснить. Если здесь это было равенство по модулю f, то вот здесь вот это равенство просто многочленов. Извините, забыл сказать.
Короче говоря, мы имеем равенство просто многочленов. И раз это так, мы можем разделить на многочлен kx, сохранив равенство. И мы снова получаем противоречие. f от x опять, оказывается, раскладывается на произведение многочленов. Здесь я еще раз обозначаю, что неразложимый irreducible не означает, что у него нет корней. Точнее, это означает, что у него нет корней. Но в другую сторону неверно. Если нет корней, это не значит, что многочлен неразложим. Это оказалось верно для многочлена третьей степени, но, скажем, для многочлена шестой степени это не так. И вот это явно показывается. Берем произведение двух неразложимых многочленов и получаем многочлен, у которого нет корней. Теперь смотрите. Мы с вами уже доказали следующее, что если у нас есть неприводимый многочлен третьей степени, мы получаем поле, если будем рассматривать многочлены по модулю этого неприводимого многочлена. Аналогичные рассуждения можно повторить и для многочлена любой другой степени, 4, 5 и так далее. Таким образом, мы с вами доказали, что мы можем получить расширение поля FP, получать поля размерами p в степени k, где k это как раз степень неприводимого многочлена, по модулю которого мы рассмотрели все многочлены с коэффициентами из поля FP. Но как доказать, что для любого поля FP всегда есть неприводимый многочлен любой степени k? Очень хороший вопрос. Давайте подумаем про многочлены третьей степени для начала. Вот как они выглядят. X в кубе, ax квадрат плюс cx плюс d. Будем брать моник многочлены. То есть такие многочлены, у которых коэффициент при старшей степени равен единице. Количество таких многочленов равно p в кубе. P в кубе. Дальше. Попробуем выписать формулы для количества неприводимых многочленов irreducibles разных степеней. Например, количество неприводимых многочленов степени 1 – это просто все многочлены степени 1. Многочлены степени 2, их количество тоже можно посчитать. Неприводимые многочлены степени 2 записываются таким образом. x плюс b в квадрате минус a, где a должно пробегать квадратичные невычеты, и все будет хорошо. Действительно, у такого многочлена не будет корней, потому что, приравнивая это к нулю, мы получаем x плюс b в квадрате равно a. А нет такого числа x плюс b, чтобы в квадрате получить a. b это любое число, любое из p чисел, поэтому здесь появляется множитель p. А a любое из p-1 пополам чисел. p-1 пополам чисел это количество чисел, которое пробегает a. Поэтому irreducibles от двойки это p на p-1 пополам. Теперь, можно ли, зная количество всех многочленов размерности 3 монических, вычесть из этого множества все многочлены, которые reducible, и посмотреть, там что-нибудь еще останется или нет? Вот так звучит идея. Смотрите, как мы будем это кракать. Давайте будем записывать reducibles многочлены. Reducible многочлены, которые приводимы степени 2, они получаются таким образом. Берем многочлены с корнем a1, берем как бы x минус a1, умножаем на x минус a2, где a1 и a2 различны. Сколько таких многочленов? p на p-1 пополам. Это сколько раз мы можем взять два элемента из поля FP. Так я записал множество всех многочленов, которые получаются в результате произведения многочленов первой степени с корнями a1 и a2, где a1 и a2 разные какие-то корни. Всего их столько-то штук. А теперь рассмотрим многочлены, которые имеют вид x минус a1 в квадрате. То есть когда корень a1 и a2 совпадает. Их p штук. Хорошо. Двигаемся дальше. Рассмотрим многочлены степени 3, которые раскладываются в произведение. Они раскладываются в произведение либо
трех разных корней А1, А2, А3. Либо какой-то корень повторяется дважды, а какой-то только один раз. Либо какой-то корень повторяется 3 раза. Либо мы берем многочлены с корнем А первой степени и неприводимые многочлены второй степени. Пусть b у меня означает неприводимый многочлен второй степени. Какой-то. Записываю количество. Таких штук у меня вот столько. Таких штук у меня сколько? Первый корень я выбираю p способами. Осталось p минус 1 число. И я выбираю второй корень, А2. Здесь я выбираю корень 1, p способов это сделать. И вот это. Выбрать многочлен А одномерный, p способов. Выбрать многочлен b двумерный, степени 2. Столько способов. Смотрите. Сохраняю это. Вот эти равенства можно игнорировать. Это я как бы записываю суть, а потом ответ в штуках. Сколько же будет неприводимых многочленов степени 2? Да очень просто. Надо из полного количества многочленов степени 2, которых p в квадрате, вычесть то, что я здесь получил. Это все просто равняется тождественно этому. Теперь многочлены третьей степени, irreducibles. Надо из всех многочленов третьей степени монических все многочлены, которые reducible, монические третьей степени. Вот какой получается ответ. Хорошо, двигаемся дальше. Дальше сложнее. Рассматриваем многочлены четвертой степени, которые reducible. Либо все 4 разные корни, либо один корень кратности 2, а 2 других разные. И так далее. Смотрите, я все это подробно выписываю. Либо у меня есть два множителя вида x минус a1, второй множитель x минус a2, и какой-то многочлен второй степени, неприводимый. Либо вот это. Либо произведение двух многочленов второй степени неприводимых. Разных. Либо это один и тот же многочлен в квадрате. Либо это многочлен первой степени умножить на многочлен третьей степени, неприводимый. Буквой С я обозначил то, что пробегает все многочлены третьей степени, которые неприводимы. Ответ. Вот такая вот сумма получается. Это соответствует этому множеству. Это вот этому. И так далее. Вот это соответствует вот этому множеству. Мы же знаем, сколько всего есть многочленов второй степени неприводимых. Вот столько. Выбираем один из них столькими способами. А второй, если он другой, выбирается уже столькими способами. Но нам не так важно, какой из них был выбран первый. Поэтому здесь есть деление на 2. Иначе мы посчитаем b1 умножить на b2 два раза. Сначала как b1 умножить на b2, потом как b2 умножить на b1. Ну и дальше под конец вот эта величина, это как раз вот это. Сохраняю и получаю ответ. Слушайте, удивительно. Тут два простых слагаемых в знаменателе 4. Здесь тоже. Здесь тоже. Вот. Намечается какой-то ответ. Для пятерки получается вот такой ответ. Но на шестерке все ломается. На шестерке... Сейчас покажу, что там будет на шестерке. На шестерке получается здесь 6. А здесь получается 2. И еще получается 3. Да, какой-то такой получается ответ для шестерки. Не так просто смотреть и понять, что здесь скрыто. Небольшое замечание. Вот эта вот сложная сумма, которую я считал, на самом деле можно посчитать одним махом, вот таким вот.
вот все эти слагаемые считаются одним махом по данной формуле. Это называется количество выборок с повторениями. Действительно, мы же хотим из множества корней, из всех чисел, которые у нас есть в fp, выбрать 4 числа, чтобы сделать это корнями нашего многочлена. И когда мы конструируем многочлен, разрешено брать корни несколько раз, одни и те же. Это называется кратные корни. Поэтому здесь у нас не что иное, как количество выборок с повторениями, для которых есть известная формула. Ну, собственно говоря, вот она здесь выписана для k равно 4. В числителе мы просто располагаем k множителей от p до p плюс k минус 1, а в знаменателе k факториал. Вот эта вся комбинация, которую я здесь выписывал, может быть формально описана вот так вот. В виде такого формального произведения 4 скобок, где под А1 я имею в виду количество многочленов первой степени, которые являются неприводимыми многочленами первой степени. А2 – это все, что можно сконструировать из многочленов вот этих вот второй степени. Какой многочлен второй степени можно сконструировать из этих многочленов? А3 – это сколько многочленов третьей степени можно сконструировать из этих многочленов. И так далее. И при, скажем, x в степени 3 как раз оседает такая штука. А3 – сколько можно сконструировать многочленов из многочленов первой степени. Плюс сколько можно сконструировать многочленов из одного многочлена первой степени и одного многочлена второй степени. А здесь сколько есть неприводимых многочленов третьей степени. И это действительно описывает множество всех многочленов третьей степени. То есть вот это вот выражение, оно на самом деле равно p в степени 3. И я записываю равенство. И из него как раз и получаю ответы. Немедленно следует, что это равно этому, то есть А1 равно P. Дальше А2 я знаю, чему равняется. Это количество выборок с повторениями из А. Я подставляю сюда А2 и немедленно из этого и этого получаю, что B1 равняется тому, чему там оно равно выше. А именно вот этому. Это как раз B1. И так далее. То есть вот это вот уравнение вам в помощь. Здесь вот сложно ошибиться, записывая этот многочлен. А дальше можно попросить математику решить, как это делается. По сути дела, нам это уравнение нужно записать несколько раз, поставить вместо А2 вот это вот, вместо А3 вот это. Что такое B2? B2 это сколько многочленов четвертой степени можно сконструировать из многочленов B1. Вот столько. Все эти замены, которые я здесь выписал, можно коротко записать вот так вот. Каждая буква означает как раз количество неприводимых многочленов. Точнее А1 – это количество неприводимых многочленов первой степени, а А2, А3, А4 и так далее – это сколько из них можно сконструировать многочленов второй, третьей, четвертой и так далее степеней. B1 – это количество неприводимых многочленов второй степени, а B2, B3, B4 – это сколько можно сконструировать из них многочленов, уже приводимых, четвертой, шестой, восьмой и так далее степеней. Дальше я записываю это наше уравнение
для 4 иксов. Ну, просто так, что называется. Только надо мне определить, чему равняется ек 0. Пишу так, коротко. И вот что у меня получается. А равняется P, B равняется вот этому, C равняется вот этому. Это и есть количество неприводимых многочленов степени 1, 2, 3, 4. Мы как бы записали такое равенство, которое можно в шутку переписать, передвинув вот эти вот сабскрипты в субскрипты, нарисовав степени. Как будто бы у нас такое равенство сумма геометрической прогрессии, и так далее равняется сумме геометрической прогрессии. Но здесь вот надо понимать, что а в квадрате это не совсем а в квадрате. Если а это p, то а в квадрате это p умножить на p минус 1 пополам. Мутная штука, но тем не менее можно взять и записать, как будто бы это геометрическая прогрессия. В шутку. То есть я не сошел с ума, это просто такой прикол. Взять и попробовать записать как сумму геометрической прогрессии. И потом взять обратные величины. Но не получается никакого равенства. Если вы так вот запишете, вы получите неверное равенство. Не равно. Но если справа вместо суммы геометрической прогрессии записать вот эту штуку, получится верное утверждение. Это просто такая магия необъяснимая. Ответ записывается через функцию μ, Мёбиуса. Вот как он выглядит. P, знакомые нам выражения. Вот для шестерки, значит, поломанная штука. Кстати, да, я там забыл выписать еще одно слагаемое P. Для семерки опять все просто. Для восьмерки здесь мы видим 4. Видно, что для простых чисел выражение простое, а для непростых чисел выражение посложнее. Функции Мёбиуса мы уже с вами проходили. Она равняется либо плюс единице, либо минус единице, либо нулю. Она равняется нулю для всех чисел, где встречается в разложении простое число в квадрате. Для простых чисел она равняется минус единице. Для произведения двух простых чисел она равняется плюс единице. Для произведения трех простых чисел она опять равняется минус единице. Она равняется минус единице для всех чисел, которые равны произведению нечетного количества простых чисел. Именно вот так устроены множители вот в этом вот разложении. Суммирование происходит не по всем числам, там от 1 до 14, а по делителям числа k. В данном случае это 7 и 2 и 1. Кстати говоря, интересное, вы понимаете, это же количество объектов, значит это все целые числа. В частности, вот это выражение целое число. И оно целое для любого p. Некоторое чудо. И оно, конечно же, положительно. Как доказать, что оно положительно? Ну, очень просто. Вот это вот выражение, оно точно больше, чем p в 15 минус вот эта штука. Все степени. От 1 до 14. Ну, а эта штука, она меньше, чем p в 15 для любого p. Потому что эта вот сумма до p в степени 14, она получается из этого числа вычитанием единицы и делением на что-то. Поэтому количество irreducible многочленов больше нуля для любого k. Так, давайте еще раз рассмотрим вот это вот магическое равенство. Я вверху попытался сабскрипты переместить в субскрипты.
И у меня ничего не получилось. Получилось, но пришлось хакнуть правую часть. А давайте попытаемся понять, в чем смысл вот этой вот скобки. Когда а равняется а 2 равняется а умножить на а плюс 1 на 2, а 3 равняется вот этой величине. Что это за произведение такое? Ответ. Это мы на самом деле должны сделать следующую штуку. Мы должны взять вот такую вот штуку и возвести в степень а. Тогда вот это выражение будет равно вот этому выражению с такими значениями а. Теперь я выписываю на самом деле верное равенство, где а – это количество неприводимых многочленов первой степени, b – второй, c – третий, d – четвертый и так далее. И все это равно производящей функции, описывающей количество всех многочленов в степени k. Проверяем это для того, для чего мы уже вычислили значение. И убеждаемся в правдивости результата. Здесь мы можем в каждой скобке взять обратный элемент и получить вот такое вот равенство. Дальше мы можем взять производную по x и получить следующее равенство. Дальше я уже должен заменить а, b, c, d на вот такие вот штуки. И дальше я записываю. При x в k тут стоит p в степени k, и это p в степени k должно получиться, если насобирать коэффициенты при x в степени k из всех этих вот выражений. И что мы получим? Мы тут имеем AD на D. Сумма AD на D – это и есть то, из чего складывается p в степени k. Только надо в качестве D брать все такие D, которые делят k. Функция Мёбиуса прекрасна тем, что, имея функцию p в степени k, которая есть сумма, мы можем нарисовать сумму уже от этих величин и вернуться к исходным значениям. То есть вот эти вот слагаемые k на ak можно получить из этих сумм. Это вообще универсальный такой закон, про который я вам рекомендую прочитать, про функцию Мёбиуса и про то, что с ее помощью можно обращать суммирование. Из функции f, которая является суммой функции g, можно снова получить функцию g. Похожие формулы у нас уже было в одном из предыдущих видео про функцию Мёбиуса. Следующий важный результат. Надо же нам доказать, что никаких других полей, кроме полей размера p в степени k, нет. Как это делается? Давайте введем понятие характеристики. Характеристика поля f – это то, сколько единичек надо сложить, чтобы получить 0. Во-первых, почему можно получить 0, складывая единички? Ответ простой. Поле у нас f конечное. Ну, такое исходное предположение. Поэтому, складывая единички, у нас когда-то начнутся повторения. Например, сумма 5 единичек у нас окажется равна сумме 18 единичек. Давайте из этих двух сумм вычтем 5 единичек. Получим 0 равняется сумме 13 единичек. Понимаете? То есть, если есть повторение, то есть повторение и нуля. И можно ввести такое обозначение для поля f. mf это есть m раз повторенная единичка. Поэтому, когда мы возьмем в качестве m характеристику поля f, то получим как раз 0. Забавно, что немедленно из этого следует, что сумма любых чар f
чисел будет равно нулю. Почему? Потому что верен законы дистрибутивны. Эта сумма равна 1 на плюс единица на плюс единица на и так далее. А мы выносим за скобку, здесь остается сумма какого-то количества единичек. Если их ровно char f, то это 0. Хорошо. Что касается наших полей, которые мы построили на многочленах, у них char равен p, потому что это просто частный случай поля fp. И вообще, число char p должно быть простым, потому что если это не так, пусть char f равно c и это равно m умножить на n, тогда мы можем взять произведение двух сумм единичек. В первой сумме у нас будет пусть m единичек, а во второй сумме ровно n единичек. Тогда по правилам закона дистрибутивности все это будет разложено в итоге на n умножить на m единичек, то есть будет равно нулю. Это может значить только одно. Одна из этих скобок должна быть равна нулю. В поле не должно быть делителей нуля. Значит, наше предположение неверно. Если они равны нулю, то мы получили противоречие. Мы как бы взяли минимальное c, для которого сумма c единичек равняется нулю. А получили в итоге, что сумма m единичек тоже равняется нулю. Или сумма n единичек равняется нулю. В общем, какого-то меньшего числа единичек. Дальше, следующее замечание. Char f простое число. И понятно, что числа этого вида порождают поле, подмножество в нашем поле f, которое тоже является полем. Назову это поле mf. На самом деле оно изоморфно полю fp. Это можно понять, чуть-чуть помедитировав. Мы можем дальше заметить, что то, что у нас получилось, это линейное пространство над полем fp. Давайте возьмем числа такого вида. Единица умножить на а, где а из поля fp. Давайте найдем какое-то число, которое мы не можем таким образом записать. Бета 1. И рассмотрим числа, которые получаются, если мы рассмотрим вот такие вот формальные суммы. Мы не будем умножать эти формальные суммы, просто вот опишем все, что можно получить таким образом. Где А1 пробегает поле МФ, опять же. Таких чисел у нас будет p в квадрате. Посмотрим, есть ли еще какое-нибудь число, которое мы еще не замели вот такими комбинациями. Если оно есть, назовем его бета-2. И так далее. Продолжим этот процесс, вводя новые числа бета-3, бета-4 и так далее. В результате этот процесс остановится, и у нас все поле f будет описываться такими вот выражениями. Понятно, что этих выражений p в степени k. Но почему среди них нет равных? Пусть это не так. Пусть среди них есть числа, которые на самом деле одинаковые. Приравняем их друг к другу, как выражение, и вычтем одно из другого. У одного будут коэффициенты а и t, у другого коэффициенты c и t. Когда мы вычтем одно из другое, у нас будут здесь коэффициенты а и t минус c и t. У нас будет некоторое выражение, которое имеет некоторые коэффициенты не нулевые. И оно равно нулю. Рассмотрим самый старший элемент в этом выражении. Перенесем его вправо, и мы получим следующую штуку. Какая-то бета большая выражается как линейная комбинация через какие-то бета маленькие, что противоречит построению. Мы новые старшие бета искали как такие числа, которые непредставимы с помощью линейной комбинации младших. Вот таким вот образом доказывается, что любое поле f на самом деле является линейным пространством над подполем fp. И количество элементов в нем p в степени k. Итак, мы с вами сегодня очень много всего прошли. Во-первых, мы поняли, как строить конечные поля размера p, где p простое. Построили расширение квадратичное поле fp. Для этого нужно добавлять корень из какого-то числа a, где a квадратичный невычет. Что то же самое записывается через символ Лежандра. Поле fp в степени k строится как поле многочленов
по какому-то модулю, по модулю неприводимого многочлена степени k. Он существует, мы это доказали. Мы доказали это для всех чисел. Дальше мы поняли, что вот эти вот поля размера p в степени k на самом деле могут интерпретироваться как линейные пространства. Или еще говорят, линейные оболочки, натянутые на бета-0, бета-1 и так далее, бета-k-1. Подполе fp это просто поле, которое получается из суммирования единичек. Оно замкнуто относительно сложения и умножения. Когда вы делаете операции с суммами единичек, вы снова получаете сумму единичек. Мы не доказали еще очень важного факта, что все поля f, p в степени k изоморфны друг к другу. Но зато мы сегодня впервые попробовали машинное обучение для того, чтобы кракнуть какую-то теоретико-числовую штуку, а именно понять, что произведение двух символов Лежандра зависит от p-1 пополам и q-1 пополам. Вот по такому закону. Вывод этого закона школьными методами можно посмотреть вот в этом вот видео. Извините, что сегодня долго. Всем хорошего вечера. Пока.